Виталик, с камерой бегать любой может. Иди на работу. А тебя Германии никакой пользы. Тут своих блогеров хватает. Приехал, тут бегаешь. На работу. На работу. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада. Друзья, мы хотим поблагодарить вас всех за то, что проявляете активность, за то, что оставляете комментарии, лайкаете, даете нам советы. Мы все это читаем, и в сегодняшнем видео мы хотим ответить на некоторые из комментариев. И по просьбе наших зрителей я даже расскажу о том, где мы работали раньше в Украине. Мы сегодня приехали в один из самых красивых городов Германии. Этот город называется Аугсбург. Мы раньше здесь еще не были, еще его не видели, но хотим вместе с вами его посмотреть и вот на его улицах как раз с вами и поговорить. Это древнейший город, который был основан еще до нашей эры. И был основан как военный лагерь. И в честь императора Августа был назван этот город. Еще одна причина, почему мы сюда приехали, это найти квартиру двухкомнатную для того, чтобы мы могли жить с мамой. То есть у нас в последнее время большая проблема с тем, что мы живем в Руси, нам очень тяжело, в общем-то, жить, потому что мама больная и все время за ней надо ухаживать, нам приходится бегать. Вот, и нам надо искать, в общем-то, квартиру побольше, чтобы жить вместе. Но так как мы сейчас уже надеемся через несколько месяцев, но это мы очень надеемся, что мы будем уже полностью не зависеть от джоб-центра и зарабатывать сами деньги, то мы можем поискать эту квартиру и в другом городе, не обязательно в Хайслинге. Можем в любом городе искать себе жилье, и сначала просто нужно познакомиться с этими городами, узнать, хорошо ли тут живется, красивый ли город, что здесь есть вообще, нравится ли он нам. Поэтому мы вот решили приехать в Аугсбург. Говорят, он один из самых русскоязычных городов Германии. Здесь очень много иностранцев, в том числе русскоговорящих. И поэтому как бы маме нашей здесь было бы проще найти себе общение на своем языке. Поэтому смотрите. Вау, мы пришли в рождественский. Сразу мы попали на рождественскую ярмарку, которая, по всей видимости, здесь уже работает. В других городах, например, в Ульме еще только строили, а здесь уже, вот смотрите, ларьки открыты, все, стоят люди, едят традиционные немецкие сосиски, пьют глинтвейн. Атмосфера уже праздничная, хотя до Рождества еще очень много времени. Между прочим, в Аугсбурге одна из самых больших и самых таких грандиозных ярмарок Германии. А, да? Да. Мы прямо на нее пришли. Мы как раз на нее сразу пришли. Смотри, вертеп, а еще и крутится. Это центральная такая инсталляция. Класс, смотри. Надо ее разглядеть. О, отсюда хорошо видно. Смотрите, вращающиеся лопасти, а там какие-то фигурки музыкантов, ангелов. А, это ангелы да. С трубами там, да, со свирелями. Да. О чем-то вещают. И здесь вот продается глинтвейн, скорее всего. Это же Рождество, это волхвы, может быть. Ты же знаешь историю, как шли да, я волхвы, слышал. Звезда загорелась, они на эту звезду шли и нашли Христа в яслях с Матерью Марией. Да, это Но же самое интересное, что город этот основали за 15 лет до рождения Христа, представь. Еще не было всей этой традиции, не было еще вообще основателя, так скажем, христианства, а город уже римляне основали. Кстати, город очень крупный по немецким меркам, 300 тысяч населения, это в 2 раза крупнее, чем Ульм, и всего лишь в 2 раза меньше, чем Штутгарт. Смотри, какая красота. Иди сюда. Посмотри.
какие-то воздушные украшения Да, такие. мне так нравится. Это перья, это перья. Да? Да, натурально. А зачем они? Ну, на елочке Ну, на вешать, да? елочку, просто рождественское украшение. Смотри. А запах стоит такой, да, вкусный. Да. Так и соблазняет нас что-нибудь купить, какие-нибудь сосиски съесть. Но вы знаете, меня не прельщает перспектива есть это на улице, прямо на холоде стоять. Как Вот ты думаешь? такие вот 6 евро. Вкусные. Свечи? Шнеман. Это снеговички такие сладкие, наверное. Ну, как всегда, очень много всяких сувенирчиков, просто масса. Смотрите, полные полки всяких нецке по-немецки. Вот такие, знаете, нецке это японские миниатюрки, а тут какие-то немецкие похожие. Книги продаются. Вайнахтен. Вайнахтен это как раз и Рождество и обозначает немецкое слово. Пряники, смотри. Пряники. А пряники тоже это традиционная у них еда. Мы когда были на Октоберфест, там везде продавались такие пряники с надписями вот прямо на них. Aloha. Алло! They're good! Алло. Einmal umarmen statt Konsum? Entschuldigung. Ja. Danke schön. Dankeschön. Black Friday ist nicht so gut, kein Konsum, sondern menschliche Nähe und Kuscheln ist viel besser, viel schöner. Alle hier. Einfach umarmen. Это акция любви. Как это хорошо, у меня аж слезы выступили. Ничего Это, себе. говорит, бесплатно, это, говорит, просто для... Все должны обниматься друг с другом и как бы передавать положительную энергию. Вот, женщина говорит, это я организовала это, пожалуйста, давайте, присоединяйтесь. Класс. Интересно. Я, кстати, наподобие видел в Штутгарте, тоже стояли люди, и у них были плакаты «Обними меня». Ну, я тогда не понял. Представляешь, я такого никогда не видела вообще. Это какие-то у них, ну, такое течение есть, такое вот, не знаю, как это назвать. Замечательное течение. Вообще, я думаю, что самое важное сейчас это любовь друг к другу. Вот, сейчас и война из-за того, что нету любви друг к другу. Мне Люди- кажется, она бы, если бы вот так вот люди просто стали добрее друг к другу, и война бы закончилась во всем мире. Ja, klar. Das ist jetzt aber ein junger Mensch. Und nicht viel filmen. Herkommen, herkommen. Nicht so feige. Ich halte die Kamera und Sie machen. Meine Frau, bitte. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Aufeinander, den Körper vorbringen, die Arme durch. Ich mache Ihnen einmal vor, ne? Arme durchdrücken. Nein, nein, durchdrücken mit mehr Gewicht. Feste, feste, jawohl. Doller, doller. Und nicht wegnehmen, Sie nehmen sich Kraft und Zeit weg. Sie müssen die Hände drauf lassen und wirklich mit dem... Genau. Drücken. Fester, 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 fester. Ja! Gut, bitte schneller. Короче, походу мы еще научились делать искусственное дыхание здесь. Оказывается, нужна сила. Да. Мне Но не хватило сил. даже жаль, мы не смогли задать вопросов. Сходу так непросто сориентироваться по-немецки, что сказать. хотим знать. Да. Да еще и на немецком. Девочки кричали хай, а потом начали отворачиваться, когда я их начал снимать. Ладно, идем в красивые места, мы никак не можем их найти. По ходу мы будем вам рассказывать о том, что связано с нашей работой, по крайней мере с моей работой, потому что
Лада, она преподаватель музыки по классу фортепиано, и она время от времени работала, так сказать, Музыкальной по своей школе. профессии, да. А потом работала еще на разных работах, которые связаны с рекламой. А вот у меня более разнообразная профессиональная деятельность, потому что я учился на одно, а работал совершенно по-другому. И работал я в основном руками. То есть я мастер по отделке внутренних помещений, квартир и прочих, любых помещений, в принципе, магазинов. Могу класть плитку, то есть я плиточник, и я еще к тому же маляр. Ну и смежные профессии, такие как гипсокартонщик, тоже мне доступны, я это все умею делать, монтировать. все может своими руками сделать. Люди почему-то решили, что мы всегда только бегаем с камерой и никогда не работали и не знаем, что такое тяжелый труд. Ну, конечно, Виталик работал не только руками, он еще делал сайты в интернет. Ну, был такой период, когда я устал от тяжелого труда и пытался освоить что-то новое. И тогда я пошел в сферу, ну, не IT, а на то время было популярно создание сайтов. Сейчас они уходят на второй план. И сейчас, кстати, созданием сайтов занимается уже искусственный интеллект, поэтому эта профессия вымерла. Я на тот момент занимался созданием сайтов на платформе Joomla и еще на похожих конструирование сайтов. Ты еще работал дизайнером наружной рекламы. Еще ну да. когда мы сидели с тобой 5 лет, работали в рекламном агентстве, Было и такое, да. рекламой занимались, да. Это было 5 лет, мы работали на Но- одну транспортную компанию и рекламировали автобусы, транспорт с лежачими местами, то есть искали клиентов. И, в общем-то, у нас неплохо это получалось. То есть мы занимались рекламой. Ну ты знаешь, Лада, хотя это все и было, но надо признать, что основные доходы мы получали все-таки от работы по От ремонтам. твоих Да. рук. Вообще мы отлично относимся к работе, любой работе. Я работал целую зиму, например, брал несколько заказов, и потом к лету, так сказать, к весне больше не брал себе работы, и мы могли за заработанные деньги поехать и целых несколько месяцев просто жить на море. Два лета мы так и провели, в общем-то. Если бы не война, то у нас бы дальше вот такой был план все больше и больше времени проводить в поездках, снимая видео, ну и по необходимости только работать. Кстати, работа по строительству, по ремонту, она еще чем удобна? Из-за того, что ты не работаешь на дядю, ты не являешься наемным работником. Это в Ну, Украине, в Украине, да. здесь, в Германии, наверное, так не получится. Я был там сам себе хозяин. Я брал заказ, мой начальник был только временный, это мой заказчик, перед которым я отчитывался, и все. А вот в Германии у меня так не получится. Если брать заказы по ремонтам помещений, я не могу здесь. Мне нужно показать какой-то документ о том, что я это умею. Мне нужна как бы лицензия на это. А чтобы получить эту лицензию, я должен либо пройти Ausbildung, который, насколько я знаю, минимум год, а вообще 3 года должен длиться. Вот по такой профессии, представьте, чему они меня будут 3 года учить там, когда я все и так умею. Или я должен пойти работать под руководством какого-то опытного плиточника или маляра, который здесь имеет местные документы и разрешение на работу. Лада говорит, здесь играет орган, а это какой-то двор Святой Анны, что ли.
какое-то очень древнее место. Смотри, какие плиты с надписями здесь. Тут вот так можно случайно зайти куда-то и попасть в какой-то монастырский двор, наверное, я не знаю, что это было. А Анна это святая Анна? Кто знает? Двор Анны. Это мы внутри какой-то церкви, да? Здесь сейчас играл орган, теперь не играет. Красиво. Это еще один зал. Зашли с одной стороны, вышли с другой, да? Мы с Ладой сейчас идем в одно какое-то уникальное место. И самую большую достопримечательность в этом городе, это называется Фюгерай. Какой-то жилой райончик, но он необычный. Сейчас Лада расскажет, что в нем необычного. Этот комплекс необычный. Он был основан Яковом Фюгером, богатейшим банкиром, в 1521 году. Вот, и он был построен как социальный проект для бедных католиков, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Вот, и главным условием для проживания это было быть католиком и молиться Богу за благополучие семьи Фюгер 3 раза в день. Ух, ничего себе. Да, От скромности они не умрут, да? Да, и еще самое интересное, то, что аренда там была чисто за символическую плату. То есть аренда Фюгерая остается практически до сих пор неизменной, и она составляет 0,88 центов, что это делает его одним из самых доступных мест к проживанию в мире. То есть прямо сейчас можно... Самое дешевое жилье, которое в мире, Слушай, которое может мы с тобой быть. сегодня приехали жилье искать. Да. Может нам Это там... знак, это знак. Не сдадут ли нам там Мы трехкомнатную нашли квартиру это жилье. за 1 евро? Это надо посмотреть. И кто же туда может попасть, на каких условиях? Ну смотри, там это 67 домов и 140 квартир. Ну так достаточно, нам одна тоже может подвернуться. Поэтому надо посмотреть. Только я до сих пор не вижу этого райончика, этого А жилого еще комплекса. там есть бункер, Ух ты. да, и во время Второй мировой войны, Поверните направо. вот видишь, направо сейчас будем поворачивать, имеет подземный бункер, построенный во время Второй мировой войны, где жители укрывались во время бомбардировок. Вот. О, вот мы уже пришли, что ли? Ну да. Потому что тут направо Я думаю, больше что некуда да, я думаю, идти. дальше там. Так, но я не вижу, можно ли туда входить. Вот он, видишь, Фюгерай. А напротив кафе, которое называется Дракула. Дракула, это жестко. А, вот, наверное, сюда заходить нужно. Да. В небе вертолет желтый. Это не, но зайти сюда не бесплатно. А, здесь за деньги, да? Да. Ну, Но хорошо, придется, мы должны да. найти себе жилье дешевое. конечно. Так я понимаю, почему оно дешевое. Потому что сюда экскурсии водят, они 8 зарабатывают евро, нормально. Сколько? Это недорого, 8 евро. с человека, да?
Здесь как музей, здесь люди ходят за деньги смотреть, как здесь можно жить. Ну, что сидишь там себе за окошками и сидишь, а люди ходят вокруг. И смотрят тебе в окошки. Кто-то говорил, вот эта надпись сверху, видишь, 20, потом какие-то буквы, а в конце 24. Это говорит о том, что в 24 году уплачен церковный налог здесь. Ты видишь как? Именно церковный налог, никакой другой. Опять же, это какие-то традиции, которых я не знаю. Посмотри, как красиво вьется. Как мне нравится этот виноград вообще. Построено просто таким почти барачным методом, да, прямые дома такие. Такое чувство, что в какой-то из домиков можно зайти еще. А вот так кусочек старого интерьера здесь сохраняется, видите, кресло стоит. Одежда. Ух ты. Кровать. Это современная уже. Это уже одежда такая себе. Молитвы на стене. А, вот так жили здесь Да. католики, точнее живут. Да. Кровать узкая. Ага. Вот настоящие кровати, которые стояли раньше. Ну и, конечно же, икона. Хотя это, наверное, не икона, а картина. Это вообще шикарно. О, санузел современный. Слушай, может именно эту квартиру мы с тобой арендуем? Мне тут уже нравится. Просто останемся жить сейчас. Не будем выходить. Смотри, какой классный санузел. Вид из окна неплохой. Я не против. Поставим тут чашечку для сбора денег и пускай туристы кидают. Можем даже, в принципе, на гитаре играть, там, на фортепиано немножко. Так, давай выбирать, какую комнату маме, какую нам. Вот эту для мамы, да? А это кухня. Плита. Это плита же? Да. Это имитация плиты. Кастрюли. А кастрюли настоящие такие, старые. Видишь, с нагаром, так сказать, с накипью. Чайник современный, за стеклом стоит, чтобы не украли. Холодильник. Ну такая вот кухня еще. О, газовый счетчик тут. Интересно. Егерай было и остается местом для людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы с тобой в сложных, Конечно, очень сложно. но отвечает определенным условиям. Значит так, первое условие. Житель должен быть католиком. Ага, это да. Уже Ну, это всё, мы можем не изменить католики. просто. Да. Не. Правда, придется платить налог, да. Материальное положение. Комплекс предназначен для людей с низким доходом, которые по какой-либо причине не могут позволить себе обычное жилье. Однако проживающий должен быть трудоспособным и ранее добросовестно работавшим, но оказавшимся в сложной ситуации. То есть нам надо хорошо поработать, а потом резко обеднеть. Подожди, мы когда приехали сюда, мы в принципе в таком положении уже были. Мы были хорошо работавшими, но обедневшими из-за войны. Надо было сразу сюда приезжать, просто сразу в Аугсбург. Жалко. Еще одно условие, которое нам никак, ну, по крайней мере, пока. Как правило, право на проживание предоставляется жителям Аусбурга или тем, кто связан с городом. Еще житель обязан ежедневно молиться 3 раза за семью фюгер утром, днем и вечером. Мы нашли тут бункер. Говорят, это бункер Второй мировой войны. Мы спустимся сюда, посмотрим, что здесь. Уже настоящий бункер. Ух, тут такая гулкая атмосфера.
Ага, здесь в этом бункере есть информативные такие листы, на которых рассказывается что-то по-немецки, что здесь было. Ну, мы кратко так пройдем, посмотрим. Фотографии Гитлера. Это нацистский бункер, наверное, был. Что это тут говорит? Это громкоговоритель рассказывает. Да? Ты думал, это экскурсия? Похоже на музей. Здесь всякие старые предметы. Сюда можно заглянуть, что ли? В общем-то, это бункер, как он был оборудован внутри. Ты видишь, да? Машинка печатная. Помнишь, у нас был такой бы бункер нам в Ирпене, да? Ну да. Сейчас, кстати, бункеры актуальны очень в Украине. И их очень не хватает. Кстати, Аугсбург был сильно разрушен, когда войска союзников бомбили уже гитлеровскую Германию, то много зданий здесь было разрушено. Поэтому, возможно, он не выглядит таким древним. Удивительно, но этот город оказал на нас совсем другое впечатление, чем мы ожидали. Мы думали приехать в один из красивейших, старейших городов, в котором много древности должно быть. Но приехали в город, который очень похож на наши города чем-то. Не знаю, вроде бы как бы другая архитектура, но он с крупными такими широкими улицами. Более Да. широкие. Много движения в нем, много машин, и все время Много идешь как бы людей. опасаешься, да? Да. То есть он не похож на тихий городок, хотя есть временами вот такие вот в нем сооружения старые, но все-таки он какой-то современный по немецким меркам, я бы сказал, и подвижный сильно, активный какой-то. В нем не очень так хочется остаться на улице, хотя и есть какие-то каналы и реки. Есть, конечно, улицы потише, чуть-чуть не такие громкие, где меньше машин. Есть и по-настоящему старые дома, вот такие вот, прям старый еще обветшалый. И солнце сегодня красиво подсвечивает, но прохладный ветер и, не знаю, на улице неуютно сегодня, неуютно. Давайте посмотрим все-таки, почем можно в Аугсбурге снять квартиру. Зайдем на сайт Kleinanzeigen и здесь выберем Mietwohnung, то есть съем квартиры. У меня уже тут выставлено Аугсбург. Вот смотрите, написано Аугсбург 910 евро. 56 метров, 2 комнаты. Нам нужно 2 комнаты. И тут кауцион 1000. То есть надо вообще просто иметь 2000 с лишним, чтобы снять эту квартиру. Давайте посмотрим, какие здесь фотографии. Какая-то комната большая, но темная. Одно маленькое окошко. Кухня есть. Это, видимо, мансардный этаж. Скошенные потолки. Это под крышей, значит. В общем, такая вот есть. Летом жарко, гостиная. зимой холодно. Да. Нет, ну, может быть, и вполне приемлемо. Вот такой вот санузел в плитке, на полу плитка. Окна на в стенах. потолке. Да. Ну, в общем-то, не очень. Вот есть... А, кстати, указано 3,7 километров от Аугсбурга. То есть это не в самом городе. Можно за 635 евро снять квартиру. 23. Это, наверное, комната вообще. 23 метра квадратных всего лишь. В месяц надо будет платить 635 вармита, 635 евро и 1300 дорого. кауцион. За комнатку в 23 метра это как Такой, ни как у платно. нас. Это Да, и это практически то вообще же самое, неинтересно. да. Не То есть- подходит. Нам нужно двухкомнатная с мамой жить. Вообще, это вообще мы просто ради любопытства смотрим, что предлагается. Если поискать еще двухкомнатная, вот трехкомнатная, смотрите, трехкомнатная за 1130 евро. В результате в месяц надо будет платить 1345 вместе с отоплением и вместе с водой. И внести залоговую сумму в 3585 евро. Это для нас, наверное, 5000. будет очень сложно. Ну да.
Почти 5000 надо заплатить, чтобы снять такую. Давайте посмотрим, что предлагается на фотографии. Двор сразу показывают, а вот сам дом. Опять двор. А вот смотрите, это первый этаж и выход во двор такой большой. Это уже красиво. Да. Ух ты, такая большая Без просторная. мебели, да? Это же надо учитывать, что мебель обычно не сдают, а это надо будет Да, еще самим самому где-то искать. покупать. Да. Ты же не заедешь, не будешь сразу жить. Да, Кроме на вот этих полу. всех денег нужно будет еще где-то брать, покупать мебель, привозить, расходы. В общем, просторная комната, Квартира. квартира и комнаты большие. Но там соседей дофига, видишь? Это же не весь твой дом. А есть небольшая мебель немножко на кухне. Мгм. И все. Ну и Гараж. да. Подземная парковка, Это да? тоже хорошо. Это хорошо, подземный паркинг. Вот эта квартира, ее чертеж, как она располагается в доме. Вот большая одна гостиная и коридор, санузел. В принципе, что я не вижу. Вторая комнатка малюсенькая, да, получается? Ну да, две маленьких получается. Две маленьких комнаты, И одна гостиная. большая. Ну, нормально. Так, значит, смотри, трехкомнатная квартира за 1250. Это то, что мы в первую очередь должны рассматривать. 1250 это кальцмите, а вармите это 1480. Ну, Это на 200. очень дорого. Получается, в месяц надо платить 1480 евро и плюс еще залоговую сумму унести 3750. То есть надо иметь в виду, Пять если почти мы с половиной. если мы захотим переснять квартиру и найти ее в Аугсбурге, то нам надо иметь около 5000 евро на руках и, в общем-то, еще дополнительные деньги на мебель, потому что вряд ли будет мебель. Ну, тут как бы красивая картинка, вид, по-моему, да? О, тут арочные двери в коридоре. Ну, Это красиво. шикарная квартира. Но опять же пустая, да, еще на Еще мебель. на мебель надо там, Мгм. я не знаю, сколько тысяч, да? Да. В общем, мне кажется, цена на аренду недвижимости в Аугсбурге, она, в принципе, такая же, как и в нашем городке. В общем-то, сильно не отличается. Может быть, даже немного выше, да? Это надо ездить, искать, и, возможно, что-то попадется. Это надо постоянно мониторить, и, возможно, что-то будет приемлемое по цене. К тому же, здесь такая система действует. Хозяева, которые сдают квартиры, они перебирают этими квартирантами. Это не так, что ты пришел, договорился и все. Нет, тебе говорят, мы тебе перезвоним, если ты нам понравился. Так сказать. Кастинг. Прошел, не прошел. Кастинг, да. Фейс-контроль не прошел, все. Сложно переезжать, но если сильно захотеть, то можно. Аугсбург не похож на те города, которые мы посещали рядом с нами, например, на Швебиш-Халь, на Швебиш-Гмюнд, на Тюбинген. Не похоже вообще. Ух ты, какая длинная-длинная горка. Это прям аттракцион для детей. Ничего себе. Это горка, что ли? Да, Лада, ты не представляешь, какая она длинная. Посмотри. Типа горка для детей, да? Для детей. Но я бы побоялся своего ребенка Это сюда. горка для детей, от которых хотят избавиться. И главное, А дальше река, нормально. в конце нет ничего мягкого такого, Кошмар. куда можно приземляться. А вот ярмарка в вечернем освещении. Смотрите, народу стало больше гораздо. Уже все подвыпившие, шумят, галдят, кушают. Не протолкнуться тут. Все хорошо. Единственное плохо, что холодно на улице. И стоять и кушать на улице неинтересно. Вау, смотри, что это? Ну-ка, дядьки, заграйте нам.
зашли в кафе, купили там по капучино, но мне капучино мало, я хочу сосиску съесть. Подошел, тут парни так быстро обслуживают, смотрите, я взял две красных сосиски в булочках. Все, бегу в кафе. Вот Лада сидит. Уже кофе. Мне надо как-то с булочками незаметно заскочить сюда. Ну что ж, мы затарились по полной. Смотрите, у нас капучино, у нас вкусняшки сладкие. И у нас, да, и у нас вот такие сосиски с улицы прямо горячие. Я сбегал, купил. Кстати, сосиски стоят по 5 евро каждая. И вот это вот все, 2 капучино и 2 тортика, стоит 15 евро. То есть мы 25 евро сейчас потратили. Вкусные, да? Ну не зря, не зря. Потому что просто сладким наедаться неинтересно. Все-таки мы целый день не ели, пробегали. Ну и, конечно, вечер был бы не полный, если бы мы не попробовали местный blue wine, то есть глинтвейн по-нашему. Смотрите, какие бокалы наливают. Горяченькое вино, по сути дела, да? Холод очень согревает. Лада не захотела говорить, я еще засну по дороге. А мне не страшно. Лада меня разбудит. Короче, сам глинтвейн стоит 4,5 евро. И за вот эту чашечку залоговая сумма 5 евро. Я отдал, сейчас, когда буду возвращать чашку, мне 5 евро назад.